Здравствуйте. 29 марта Сатурн перешел в знак зодиака Рыбы. Об этом я говорила в прошлом видео. Здесь давно уже находится Раху, и в мае 29 числа он выйдет из Рыб и перейдет в Водолей. Но пока эти 2 месяца Раху и Сатурн будут находиться вместе, образуя неприятные ситуации. Это соединение называется Шрапит-йога. Для каждого из нас это будут разные ситуации. В этом видео я расскажу, каким будет влияние этой йоги на каждый знак от асцендента. Насколько сильно негативно скажется в жизни Шрапит-йога, еще зависит от Махадаши и Антардаши. И если эти периоды негативные, то будет существовать серьезная возможность попасть в неприятности большие. А если период хороших планет, то может и будет полегче. А может, неприятности и будут, но незначительные. В любом случае нужно быть готовыми. И я сейчас вам об этом расскажу, как подготовиться. Овны, для вас Сатурн и Раху в 12 доме может оказать значительное влияние на вашу карьеру, учитывая, что Сатурн управляет 10 домом карьеры и 11 домом доходов. А Раху является соуправителем Водолея, связанного с 11 домом. Эта комбинация может вызвать чувство потерянности и желание сменить род деятельности. Возможен конфликт на работе, который может привести к неожиданной потере работы. Будьте осторожны с финансами и карьерой. 12-й дом также связан за границей и больницами, что может означать внезапные поездки или непредвиденные медицинские расходы. Раху склонен создавать неожиданные ситуации, так что если поездка неизбежна, лучше отложить ее до июня и позаботиться о страховках, чтобы избежать потери и кражи документов. Для тельцов Сатурн управляет 9-10 домами, является йога-каракой, а Раху управляет 10 домом. Соединение Раху и Сатурна в 11 доме доходов может привести к неожиданным финансовым поступлениям, если у вас хорошая Махадаша или Антардаша, то есть период хороший идет. Однако в неблагоприятные периоды возможны значительные потери. Будьте осторожны с инвестициями, особенно в долгосрочные проекты, чтобы избежать обмана. Раху может провоцировать на рискованные решения, обещая быструю прибыль, но это может привести к потерям. Также будьте внимательны к советам от старших или друзей, так как они могут вводить в заблуждение в ближайшие 2 месяца. Будьте готовы к тому, что кто-то из вашего близкого окружения может попросить у вас деньги. Учтите, что вероятность их возврата может быть невысока. Если это действительно близкий человек, которому вы не можете отказать, дайте столько, сколько сможете позволить себе потерять, без особых сожалений. В этот период возможно множество обманов и неожиданных ситуаций, особенно связанных с финансами и долгосрочными проектами. Будьте внимательны при участии в длительных делах и при оказании каких-то услуг. Проверяйте все детали, чтобы избежать потерь из-за упущенных важных моментов. Через 2 месяца ситуация наладится. Для близнецов этот период связан с влиянием Сатурна и Раху, который соединяется в 10 доме, связанным с карьерой и общественным положением. Возможны ситуации, где ваши заслуги могут присвоить другие, или возникнут конфликты с руководством. Желание сменить карьеру может оказаться иллюзорным. Если планируете смену работы, лучше отложить это до июня, когда влияние ослабнет. Если предложение уже поступило, тщательно обсудите все условия, чтобы избежать недоразумений. В этот период также могут возникнуть неожиданные поездки, которые лучше отложить из-за возможных неприятностей. Если поездка неизбежна, оформите страховку и будьте готовы к непредвиденным ситуациям. Также могут возникнуть проблемы с людьми, которым вы доверяете, что временно нарушит взаимопонимание. Доверьтесь тому, что это временное явление, вскоре все вернется на круги своя. После 1 июня станет благоприятнее менять работу, путешествовать и улучшать отношения. Для раков
Сатурн управляет 7 и 8 домами и является соуправителем 8 дома. Он также влияет на Водолей. И это соединение попадает в 9 дом, который считается одним из лучших в гороскопе. Этот дом связан с гуру и духовным развитием, расширением мировоззрения. В этом месте Раху и Сатурн могут изменить ваше восприятие. Малефики стремятся уменьшить значение дома, в котором они попадают, закрывая все хорошее. Если раньше наставники или гуру приносили вам вдохновение и расширяли горизонты, сейчас может показаться, что это больше не так. Но это всего лишь иллюзия, вызванная влиянием Раху. И через 2 месяца все нормализуется. Могут возникнуть трудности в отношениях с отцом. Возможно, он начнет упрекать вас в недостаточном ответе на его вложения. Также возможны проблемы с супругом или его родителями из-за влияния 7 и 8 домов. Внезапные поездки, инициированные Раху, могут привести к ловушкам или проблемам. Если поездка необходима, приобретите все возможные страховки, чтобы минимизировать риски потери или краж. В отношении супруга может возникнуть ощущение, что брак вам не нужен, и появится желание разойтись. Не принимайте скоропалительных решений и не устраивайте конфликтов. Через 2 месяца это эмоциональное состояние пройдет, поэтому старайтесь избегать необдуманных действий и непредвиденных поездок. Усиливайте 9 дом, занимаясь духовной практикой, чтением мантр, чтобы пройти это время более благоприятно. Для Льва Сатурн управляет 6 и 7 домами. Раху является соуправителем 7 дома Водолея, а его соединение с Сатурном в 8 доме в Рыбах создаст сложную конфигурацию. В период неблагоприятного Махадаши или Антардаши эти 2 месяца могут быть трудными, но при благоприятных условиях они пройдут нейтрально. Из-за вовлечения сложных домов, таких как 6 и 8, возможны конфликты, особенно связанные с финансами, долгами и кредитами. 6 дом символизирует конфликты и финансовые обязательства, а 7 дом отвечает за партнерские отношения и брак. В это время могут возникнуть денежные споры и конфликты в отношениях. Если кто-то, например, супруг, попросит занять деньги или в деловых отношениях партнер предложит взять кредит для развития бизнеса, постарайтесь избегать таких ситуаций. Давать деньги в долг или брать кредиты не рекомендуется, так как это может привести к трудностям с возвратом средств или даже судебным разбирательством, связанным с 6 домом. Возможны конфликты на пустом месте и раскрытие тайных связей, как романтических, так и деловых. 8 дом, считающийся домом греха и скрытых поступков, под влиянием Раху может провоцировать на нежелательные действия в отношении супруга, деловых партнеров или финансовых обязательств. Поэтому старайтесь избегать любых негативных поступков, чтобы избежать неприятных последствий. Для Девы в натальной карте Сатурн управляет 5 и 6 домами. Раху выступает как соуправитель 6 дома Водолея. Его соединение с Сатурном в Рыбах в 7 доме активизирует вопросы брака и личных деловых отношений. 7 дом символизирует людей, с которыми мы взаимодействуем. И в это время Раху может создавать иллюзии, искажая наше восприятие окружающих. Это может привести к неожиданным и странным ситуациям, где деловые партнеры или супруги будут вести себя неадекватно, провоцируя на скандалы. В эту комбинацию вовлечен также 5 дом, отвечающий за романтические отношения. Если у вас есть тайные связи, они могут быть раскрыты, или возникнет иллюзия их существования. Возможны ситуации, когда кто-то из прошлого попытается вмешаться в вашу жизнь, провоцируя конфликты. 6 дом, отвечающий за конфликты, также играет роль. И это может касаться как личных, так и деловых отношений.
Если у вас есть бывшие партнеры, старайтесь избегать контакта с ними, так как Раху может создавать желание встретиться и обсудить прошлое, что может обернуться проблемами. При неблагоприятном периоде возможны серьезные последствия в браке или бизнесе, вплоть до развода. Через 2 месяца ситуация может стабилизироваться, поэтому старайтесь избегать конфликтов. На работе могут возникнуть конфликты с сотрудниками, возможны ситуации, когда вас могут подставить и обвинить в том, чего вы не делали. 5-й дом, связанный со спекуляциями, может вызвать желание сделать рискованные инвестиции, не имея достаточных знаний, что может привести к потерям и даже судебным разбирательствам. Будьте осторожны с предложением о быстрых заработках. Для весов Сатурн управляет 4-м и 5-м домами и считается благоприятной планетой, как и Раху, который управляет соуправителем 5-го дома Водолея. Однако нахождение в 6-м доме может провоцировать конфликты и негативные ситуации. В эту комбинацию вовлечены 4-й, 5-й, 6-й дома, что может привести к спорам, займам и конкуренции. На рабочем месте возможно возникновение конфликтов с подчиненными, которые могут жаловаться на вас руководству. Все, что связано с тайнами или неизвестностью, может стать источником конфликтов. Например, кто-то может утверждать, что вы не разбираетесь в основах, так как 4-й дом отвечает за базовые знания. Подчиненные могут жаловаться, что у вас недостаточно знаний, что может привести к конфликтам на работе. 5-й дом, отвечающий за романтические отношения, также может стать причиной конфликтов из-за интрижек на рабочем месте. Лучше избегать личных отношений на работе, чтобы избежать негативных последствий. Кроме того, 5-й дом связан со спекуляциями, и в это время стоит воздержаться от рискованных финансовых вложений, которые кажутся быстрым способом заработка. Это может обернуться проблемами. 6-й дом, связанный с финансами, займами и кредитами, подсказывает, что лучше избегать долговых обязательств в это время и не давать деньги в долг, чтобы избежать проблем. 4-й дом, отвечающий за домашние дела, также вовлечен. Если планируете ремонт, лучше отложить его, так как может попасться недобросовестная бригада, которая обманет или сделает работу неправильно, что приведет к конфликтам или даже судебным разбирательствам. Этот дом также связан с мамой и домашними делами, поэтому стоит быть внимательным, чтобы ваши близкие не стали жертвами мошенников, например, не взяли кредиты под влиянием обманщиков. В случае со Скорпионом важно особенно внимательно следить за подобными ситуациями, чтобы избежать негативных последствий. Сатурн у Скорпиона управляет 3-м и 4-м домами, а Раху является соуправителем, а также управляется 4-м домом Водолеем. Эти планеты образуют соединение в вашем 5-м доме, который отвечает за интеллект и восприятие мира. Это интересная комбинация. 3-й дом связан с коммуникацией и информацией, которую мы получаем. 4-й с базовыми знаниями, которые мы усваиваем. А 5-й дом с тем, как мы интерпретируем эту информацию, какие выводы делаем. В эти 2 месяца Раху и Сатурн в 5-м доме будут влиять на ваше восприятие, меняя ваше мировоззрение. Возможно, вы увидите жизнь по-новому, но будьте осторожны. Раху может создавать иллюзии, и вы можете воспринимать вещи не такими, какие они есть на самом деле. 5-й дом также связан со спекуляциями и романтическими отношениями. У вас может возникнуть сильное желание заняться азартными играми или спекуляциями на бирже. Постарайтесь избегать этого, так как есть риск потерять деньги. Вы можете получить информацию о быстрых заработках, но лучше остерегаться таких предложений. В области романтических отношений Раху может спровоцировать вас на интрижки, возможно, с партнерами с прошлого. Даже если вы состоите в браке, это может привести к разрушительным последствиям.
Сатурн в пятом доме также влияет на седьмой дом, связанный с браком, что может вызвать конфликты или проблемы в отношениях. Если у вас есть дети, в этот период могут обостриться конфликты с ними. Или они могут попасть в сложные ситуации, которые потребуют вашего вмешательства. В отношении недвижимости и ремонта лучше отложить любые сделки или работы на 2 месяца, так как это может привести к конфликтам и неожиданным проблемам. Так как третий дом связан с коммуникацией и социальными сетями, будьте внимательны к тому, что вы публикуете и как общаетесь в интернете, чтобы избежать потенциальных конфликтов. Через 2 месяца это влияние уменьшится. Для стрельцов Сатурн управляет вторым и третьим домами, а Раху является соуправителем третьего дома Водолея. Они встретились в четвертом доме, который связан с внутренним счастьем. В эту комбинацию вовлечен второй дом, отвечающий за деньги и речь, и третий дом, второй и третий дом, связаны с младшими братьями, сестрами и коммуникациями, а также четвертый дом, связанный с домашними делами и мамой. В этот период дома может происходить что-то внезапное и неприятное, связанное с вашей мамой, которая может начать вести себя странно или неадекватно, попасться в ловушку мошенников, особенно потому что второй дом связан с финансами. Если вы планируете делать ремонт, будь то у вас дома или у мамы, будьте готовы к возможным трудностям. Раху может принести внезапные проблемы, такие как электрические замыкания, из-за которых потребуется ремонт. Если нет срочных дел, лучше отложить ремонт на 2 месяца, чтобы избежать некачественной работы. При планировании сделок с недвижимостью, будь то покупка или продажа, также стоит подождать. В этот период возможны конфликты с младшими братьями и сестрами или соседями, особенно если дело касается финансов, так как второй и третий дома вовлечены в эту комбинацию. Второй дом отвечает за устную речь, а третий за письменную. Из-за сказанного или опубликованного вами в социальных сетях могут возникнуть крупный конфликт или скандал дома. Поэтому важно тщательно следить за своими словами и публикациями. Обратите внимание на вашу маму и домашние дела, чтобы предотвратить возможные неприятности или непредвиденные ситуации. Через 2 месяца ситуация стабилизируется. Козерог. Управителем вашего первого дома является Сатурн, который также влияет на второй дом вместе с Раху, находящимся в третьем доме в знаке Рыб. Это создает эффект затмения, и в этот период вы можете вести себя нетипично для себя. Третий дом, связанный с коммуникациями, подчеркивает возможность влияния извне через социальные сети. Вы можете подписаться на кого-то, чьи идеи окажут на вас негативное воздействие, или сами начнете активно писать и получите некоторое признание благодаря Раху. Однако будьте осторожны, так как информация, поступающая от других, может быть ложной и сбить вас с толку. А вот если вы будете писать сами, то это будет хорошо для вас. Третий дом также связан с амбициями. Вы можете потеряться в своих целях, или кто-то может сбить вас с пути, предлагая ложные ориентиры. Также возможны конфликты с младшими братьями, сестрами, соседями. В связи с вовлечением второго дома, касающегося финансов и семейных ценностей, могут возникнуть финансовые проблемы или махинации. Избегайте провокаций и не втягивайтесь в финансовые конфликты. Это может негативно сказаться на вас и вашей жизни. Сатурн управляет первым домом и частично вторым домом, где также сосредоточены вопросы питания. Избегайте общественного питания во время поездок, так как существует риск отравления, что может повлиять на ваше здоровье. Переживите этот сложный период в течение 2 месяцев, и затем ситуация улучшится. Для водолеев Сатурн управляет
12-м домом вашего гороскопа связано с потерями вместе с Раху. Они находятся во 2-м доме, влияя на вопросы семьи, финансов и ценностей. В это время вы можете чувствовать, что не добиваетесь успеха и сравнивать себя с другими. Это может быть связано с внешним давлением или вашими собственными иллюзиями. Остерегайтесь влияния извне, которое может вызывать у вас неприятные чувства. Можете почувствовать, что действительно теряете время пустую. Поскольку 12-й дом связан с потерями, возможна ситуация, где вам придется что-то утратить. В это время кто-то из членов вашей семьи может оказаться в сложных или завистливых ситуациях, сталкиваясь с неприятием или негативом. Будьте внимательны к таким влияниям и старайтесь сохранять объективность, чтобы не поддаваться иллюзиям и негативным эмоциям. Из-за этого может быть упущена возможность, что может привести к финансовым потерям. 12-й дом также связан за границей. Поэтому, если вам вдруг необходимо поехать за границу по семейным делам, лучше воздержитесь. Раху создает элемент неожиданности, и поездка в это время может привести к проблемам и потерям, не принося пользы. Старайтесь контролировать свою речь, так как все, что вы скажете, может обернуться против вас. 2-й дом отвечает за речь и питание. Поэтому, если вы отправитесь в дальнюю поездку, существует риск пищевого отравления. 1-й дом связан со здоровьем, говорит о том, что все происходящее в это время может повлиять на ваше самочувствие и восприятие себя. Даже если вам кажется, что жизнь идет напрасно, это временное ощущение, все наладится, и вы поймете, что это была иллюзия. Старайтесь избегать конфликтов с близкими, чтобы не раздувать их до масштабов серьезных скандалов. Сейчас у вас сложная астрологическая ситуация с влиянием Сатурна и Раху. И кроме этого, это временный период, и нужно 2 месяца всего лишь подождать. Для рыб тут серьезная ситуация, потому что Раху и Сатурн находятся в вашем 1-м доме, и это может создавать иллюзии в отношении ваших долгосрочных планов. Возможно, вам захочется все изменить, но не поддавайтесь этим импульсам. Раху может склонить вас к неэтичным действиям, но важно удержаться от нарушения закона, так как это чревато серьезными потерями. Рекомендую усилить духовную практику в это время. Этот период продлится около 2 месяцев, после чего все стабилизируется. Не разрушайте достигнутое из-за иллюзий. Следите за своим здоровьем, не перенапрягайтесь и больше отдыхайте, чтобы справиться с возможными тревогами. Слушание мантр поможет вернуть гармонию и баланс в ваше внутреннее состояние. Это позволит вам справиться с любыми тревогами и обрести спокойствие в этот непростой период. Но это, друзья, всего лишь 2 месяца. Будьте внимательны и не позволяйте иллюзиям обмануть вас. Дорогие друзья, если это видео было вам полезно, поставьте лайк и подпишитесь на канал. До новой встречи. Удачи вам!